Яхта готова к отплытию в любой момент, месье Верн. Экипаж ждет ваших распоряжений. Отлично, капитан. Это будет мое самое невероятное путешествие. Писатель Жюль Верн придумает летающую машину! Писатель Жюль Верн придумает летающую машину! Спасибо. Писатель Жюль Верн придумает летающую машину! Писатель Жюль Верн придумает летающую машину! Писатель Жюль Верн придумает летающую машину! Дядя, мы не договорили. О, Господи, Гастон. Я же вам говорил, что президент решает все. Он главный. Влияние на умы, ведь мы же с вами говорили об этом. Вы же сами сожалели, что все так непонятливы. Наполеон лежит в 7 гробах, и никто не поднимет его оттуда, но мы, именно мы, Гастон. мы с вами должны поднять Францию. Гастон, что ты хочешь? Дядя, я не хотел. Но вы не оставляете мне выбора. Гастон? Отдай револьвер. Дядя, вы не понимаете. Дядя. Обратная сторона Луны. Межпланетная станция. Господи, у него опять бред. Это из-за морфина. Боль в ноге очень сильная. Так. Еще один шприц. Жуль, Жуль, ты меня слышишь? Месье Верн, как вы себя чувствуете? Я ваш лечащий врач, Франсуа Бушар. Может, хватит ему делать эти морфиновые уколы? Боль очень сильная. Как вы себя чувствуете, мсье Верн? Я ваш лечащий врач, Франсуа Бушар. Месье Бушар, меня ранили. Да, вас ранили. Ваша нога очень пострадала. Уже 2 недели, как я посещаю вас и делаю перевязки. Боже, сколько времени прошло?
Все как в тумане. Что с Гастоном? Ваш племянник задержан. Его нашли с револьвером, из которого, судя по всему, он в вас стрелял. Он и сам нам об этом рассказал. Но ведет он себя странно. Я сказал бы, не совсем адекватно. Скорее всего, его отправят в лечебницу для душевнобольных. Да, похоже на то, что он очень болен. Да, но меня больше беспокоит ваше состояние. Вы медленно поправляетесь. Несмотря на то, что вас оперировал лучший хирург Франции, ваша нога плохо заживает. Когда в лечении что-то идет не так, чаще всего дело не в лечении, а в пациенте. Что у вас на душе, месье Верн? Вы себя плохо чувствуете не от раны, хотя она и серьезна. 2 недели вы словно бы отказывались приходить в себя. Так нельзя. Выздоравливает только тот человек, который этого хочет. Я, наверное, не напишу больше ни одной книги. Простите? Я, наверное, не напишу больше ни одной книги. Наверное, все началось еще в детстве. Мой отец был лучшим в городе адвокатом. Естественно, он хотел, чтобы я пошел по его стопам и тоже стал адвокатом. Когда мне было 11, он подарил мне на Рождество книгу «История законов Франции». Отец меня не понимал. Разговоры о географии его интересовали исключительно, когда речь шла о нарушениях торговых соглашений и дипломатическом законодательстве. Об этом он мог говорить часами. А мне хотелось узнать, какая гора в мире самая высокая, какая река самая длинная, и где она, и что есть в Африке. Жюль, это что? Это Африка. Это не Африка, а беспорядок. Убери немедленно. Я очень хорошо помню этот вечер. Я смотрел на карту Африки и думал, как же увидеть все те страны, в которых никто не бывал. Наверное, они населены необычайными племенами, и там много таинственных городов. Какие только мечты не приходили мне в детстве. А что если пролететь над неведомой Африкой на воздушном шаре? Никто еще не использовал воздушные шары для путешествий. Ведь шар носит порывами ветра, и его нельзя повернуть в нужном направлении. Но мой герой решает эту непростую задачу. Теперь не нужно было сбрасывать балласт для подъема и выпускать газ для спуска. С помощью специальной горелки аэронавт подогревал водород и не давал ему остыть. Он мог легко перемещаться между потоками воздуха, чтобы поймать тот из них, который понесет его шар в нужном направлении. Пережив невероятные приключения и преодолев немыслимые опасности, мои герои добираются на своем шаре до безопасных земель, и хотя шар сдувается, им удается спастись и исследовать таинственную Африку. Так и возникла идея для моей первой книги, которая так и называлась «5 недель на воздушном шаре». Но написал я ее лишь 25 лет спустя. Я и представить себе не мог, что стану писателем. Когда я вырос, было решено, что я поеду в Париж учиться на адвоката. По настоянию отца я поступил в Сорбонну на юридический факультет. Но сказать по правде, я был посредственным студентом, учеба давалась тяжело, и мне было совершенно неинтересно зубрить закон.
Так-так. Красивое название. Я думал, ты к заседанию готовишься. Заседание. Сейчас. Все, иду. Адвокат Верн, не тратьте время этого уважаемого суда. Обоснуйте, наконец, вашу позицию. Ваша честь, я считаю, что в этом деле была нарушена статья 500... Одну минуту. Я прошу прощения. Я немножко перепутал. Простите, но я уверен, что здесь было нарушение. Простите, я забыл статью. Так, адвокат, сформулируйте правильно ваше исковое заявление и приходите. Заседание суда объявляется закрытым. Дорогой, сегодня удача на твоей стороне. Ну что, десятка, валет, туз, король и еще один король. Простите. Но вы не расстраивайтесь, это всего лишь игра. Надо будет тебе новый иск подготовить. Я не могу. Я устал. Отец первый раз меня притащил в суд, когда мне было 7 лет. Он хотел, чтобы я на все это смотрел. Жюль, знаете, мне кажется, вам нужно жениться на богатой вдове. Ну, тогда жизнь наладится. Кстати, да. И тогда мне не надо будет работать адвокатом. Вот. Истина. Интересно, как можно попасть на Луну? Жюль, вы собрались на Луну? А? Он собрался на Луну. Знаете, неплохо было бы там побывать. Там же столько всего интересного. Что может быть интересного на Луне? Ну, например, если вы захотите там подпрыгнуть, то ваш прыжок будет высотой не меньше 6 туазов. Зачем прыгать на Луне? Потому что масса Луны гораздо меньше земной. Поэтому там слабое притяжение. Жюль, чтобы добраться к Луне, надо, чтобы тобою кто-то выстрелил из пушки. Конечно. Пушка. Пушка. Огромная пушка. Да. Нужна пушка. Очень большая. Невероятных размеров. Со стволом длиной 900 футов. В такую пушку можно затолкать огромный снаряд 15 тысяч фунтов. Легкий и прочный. Заряд из пероксилина. Мы подожжем пероксилин. И снаряд вырвется за рамки стратосферы. Пушка стоит на площади. К ней со всех сторон стекаются тоненькие ручейки. Люди. 1, 2, 3. Тысячи сумасшедших мечтателей. Благородных безумцев. Невыносимых романтиков. Волонтеры вечности. Их движения плавны и уверены. В них есть смысл и предназначение. Глаза неподвижно устремлены вверх сквозь жерла. И дальше ввысь, к крохотному клочку неба. Звезды, звезды, маленькие и большие, а среди них она, огромная, манящая и такая уже близкая луна. Все готовы? Заряд поджигают, и вуаля, вперед, к Луне! Да вы сумасшедший. Ну что ты? Да, милейший. Мы за все заплатим. Иди.
Слушай, а это очень интересная идея. Можно было бы написать об этом в научном журнале. Я мог бы описать, как люди полетели на Луну. Или на Венеру. Может, из меня вышел бы писатель. Ты хочешь писать? Я могу свести тебя со своим отцом. С твоим отцом? Да. С самим Александром Дюма? Да. Смелей. Отец Жюль Габриэль Верн, Александр Дюма. Добрый день. Молодой человек, если у вас есть рукопись, давайте. Давайте. Решим, что с вами делать, кому ее показывать. Простите, но у меня пока нет. Я только задумался, чтобы начать писать. Но писать хотите? Да. Прекрасно. Через месяц принесите мне историческую пьесу. Что-нибудь о временах Франциска Первого. Но я никогда не писал. Да. И почему пьесу? Мы поставим ее в моем историческом театре. Успех. Полный успех. Мой театр страшно успешен. Хорошо. Но... Благодарю, месье. Вот и славненько. Ступайте, мой друг, ступайте. Мне еще нужно работать. Потом у меня обед. Итак, я познакомился с самим Александром До Дюма. свидания, месье Дюма. А ведь не было тогда во Франции более популярного человека, чем автор «Трех мушкетеров». Вот тогда я впервые и попробовал по-настоящему писать. Как только я сел за письменный стол, я вдруг почувствовал, что все проблемы ушли. Слова рождались и сливались в диалоги, затем в сцены, которые, в свою очередь, переплетались яркими описаниями. Сломанные соломинки. Ну, пиши, писатель. Только поужинать не забудь. По правде сказать, пьеса получалась у меня не очень хорошо. Но я понял, что мне нравится сам процесс. Меня полностью поглотило это занятие. Менее чем через неделю моя первая пьеса была готова. Ну что ж, молодой человек, очень недурно. Очень недурно. Я думаю, это надо отметить. Моя пьеса понравилась Александру Дюма. И он, как и обещал, поставил ее в своем историческом театре. Я получил от него еще несколько заказов. Окрыленный, я решил полностью посвятить себя писательской деятельности. Отец? Это что? Письмо. В котором ты пишешь, что не собираешься быть адвокатом.
И получается, что все твое образование, на которое было потрачено столько лет и денег, напрасно? Но, отец, я... И ты собираешься жить и заниматься сочинительством? Да. И месье Дюма говорит, что у меня получается. Я пишу для него пьесы. И некоторые из них даже поставили. Мне даже удалось что-то заработать на них, папа. Я когда сюда ехал, я думал, что просто Париж тебе вскружил голову. Жюль, запомни, если ты собираешься стать писателем, ты от меня больше не получишь ни сантима. Я даю тебе время передумать. В противном случае забудь, что у тебя есть отец. Отец так и не понял меня. Не захотел понять. Первое время без материальной поддержки мне пришлось нелегко. Но затем жизнь стала меняться. Я устроился секретарем в лирический театр и продолжал писать пьесы, одновременно подрабатывая в одном из популярных журналов. Я женился на Анарине, удочерил ее 2 девочек. У нас родился Мишель, но тем не менее это было не то, чего я хотел. Популярным писателем я так и не стал. Писательство вообще не приносило доход, и для того, чтобы содержать семью, мне приходилось играть на бирже. Тогда казалось, что отец насчет меня был прав. Все изменилось однажды вечером. Этот вечер был похож на остальные. Я получил заказ журнала написать небольшой рассказ на научно-популярную тему. К тому времени я сочинил много всяких коротких историй, но все они были какими-то ненастоящими, незаметными. И вдруг меня словно озарило. Решение было перед моими глазами все эти долгие годы. Выписки из книг, газет, журналов, наклеенные на карточки и сложенные в алфавитном порядке. Я собирал их с детства без всякой цели. Это было просто еще одним моим увлечением. Но все вдруг соединилось в цельную картину. Я понял, что все эти заметки могут служить прекрасным материалом для моих будущих книг. Вместо того, чтобы написать небольшой рассказ, я написал целый роман. Я показал свой роман Дюма, и он пришел в восторг. Он устроил мне встречу с Пьером Эцелем, лучшим издателем во Франции. 5 недель на воздушном шаре – отличная книга. Было бы прекрасно, чтобы вы писали для меня по 2 романа каждый год о невероятных путешествиях, как этот. Я готов вам платить по 1900 франков за книгу. Вы это серьезно? Да, я думаю, вас будет ждать успех. Вы очень хороший писатель. Месье Верн, а вы знаете, что ваш роман стал самой продаваемой книгой для юношества за последний год? Очень приятно это слышать. А вы слышали, что англичане хотят предпринять экспедицию по тому маршруту, который вы описали в книге? Нет, не слышал. Могу только пожелать им успеха. Это будет очень сложное путешествие. Но как? Как вам это удается? Неужели вы действительно умеете предвосхищать достижения науки? Говорят, что скоро построят подводную лодку, такую же, как вы описали.
Удивительно. Я не верю в возможность предвидеть. Посмотрите на эти часы. Как вы думаете, что с ними будет через минуту? Наверное, они будут идти так же, как и шли. А через сутки? Завода таких часов хватает как раз на сутки. Если их вечером не завести, то завтра они остановятся. Да, доктор. Наука устроена так же, как эти часы. В ней действуют определенные механизмы. Если вам хватит логики и воображения, то вы сможете предсказать, каким путем пойдут ученые, чтобы, например, добиться регенерации воздуха в замкнутом пространстве. Вариантов ведь не так уж много. Английская экспедиция действительно одолела маршрут, который был описан в моей книге. То, что они увидели, было невероятно похоже на описанное в моем первом романе. Месье Верн, вы уже читали? Да. Прекрасно. Лучшей рекламы для вашей книги и не представить. Хотя она и так успешна. О чем же будет ваш следующий роман? Я хотел бы написать о Париже будущего. Мне захотелось описать в этом романе свои представления о том, каким может быть человечество через 100 лет. Показать, как прогресс изменил мир. Париж наполнится зданиями в десятки этажей. Он будет так велик, что между его районами можно будет перемещаться только на поездах, летательных машинах и экипажах, которые теперь будут приводить в движение не лошади, а водородные двигатели. Технологии приведут к жизни, удобной во всех отношениях. Людям теперь не будут мешать болезни и стихийные бедствия. Возможно, что всю тяжелую и опасную работу будут выполнять специальные человекообразные машины. Но к чему же приведет такое будущее? Станет ли человечество лучше, если решит все свои многочисленные проблемы? Этого я не знал. Но, сочиняя этот роман, я понял, что цивилизация и прогресс могут повести наш мир совсем в другом направлении, которое никого не обрадует. Возможно, что технологии отравят Землю, сделают ее непригодной для жизни, и людям придется прятаться в своих городах. Но это их не спасет. Страшно искалеченная Земля породит такие катаклизмы, от которых человечество не спасет никакой прогресс. Когда я представил себе это, будущее стало пугать меня. Месье Верн, этот роман я не могу напечатать. Вам не понравился финал? Месье Верн, эту книгу будут читать дети и юноши. Они ваши главные поклонники. Как отнесутся они к тому, что вы предсказываете такое невероятное и мрачное будущее? Я ничего не предсказываю. Я в своем романе хочу лишь предупредить о том, что сейчас наука и общество стоят перед выбором. Если жажда наживы и бездушие возьмут верх, то события, описанные в моем романе, станут реальностью даже раньше, чем через 100 лет. Я не верю в это. И вообще, если ваши следующие романы будут такими же, нам придется попрощаться с вами. Я не знал, что делать дальше. Все мои мысли об успешной книге не сбылись. Каким должен быть следующий роман? Я спускался по лестнице и думал, а может ли быть подземелье таким глубоким, чтобы привести нас к центру Земли?
А что, если совершить такое путешествие? Мои герои спустились на глубину, превышающую 600 миль, чтобы совершить невероятное открытие. Оказалось, что под землей есть огромные пустоты, бесконечные тоннели и пещеры размером, равные целому континенту. Что в них могло быть? Невероятные минералы, огненные реки, полные лавы. А может быть, там сохранились формы жизни, которые исчезли с поверхности нашей планеты? Возможно, что там нашли себе приют гигантские ящеры и ископаемые растения. А может быть, здесь, вдали от Солнца, в этих непригодных для жизни человека местах, были и более разумные формы жизни. Может быть, там есть море, размерами не уступающее нашим океанам. Я решил не ограничивать свою фантазию и описать то, что, возможно, никто, кроме меня, не смог бы представить. Я стал писать такие книги, которые ждал от меня цель. Смотри, вот он. Они сделались популярными. Очень популярными. Месье Верн, подпишите, пожалуйста. Для Пьера. И мне подпишите, пожалуйста. Спасибо вам, месье. Спасибо. Всего доброго. Здорово, смотри, он подписал. Жюль, ты собираешься обедать? Анарина, прости, я занят. Но ты с нами уже 5-й день не обедаешь. Послушай, мне просто нужно сосредоточиться. Ты понимаешь, что я сейчас не здесь? А где ты? Я в Южной Америке. Где? Где-то в районе Патагонии. Я думаю, как Паганель и все, кто с ним, смогут добраться до Дункана. Поверьте моему опыту, Жюль, «Дети капитана Гранта» станет самым популярным вашим романом. У меня нет ни малейшего повода для сомнений. Ах, Пьер, знали бы вы, какой ценой дается мне эта книга. Она просто разрушает мои отношения с женой и детьми. Вот как? А чего же? Этот роман буквально поглотил меня. Мои герои кажутся мне реальнее живых людей. Может, это покажется вам смешным, но от меня зависят их судьбы. Найдут ли они капитана Гранта? Обретут ли счастье, в конце концов? Я не могу их бросить на полпути. А мои близкие страдают от этого. Дорогой мой Жюль, вы не первый и не последний художник, чьи близкие испытывают ревность. Ревность? Ха. В какой-то момент ваши герои становятся вашей семьей. И это, увы, болезненно для близких. И как же мне теперь быть? Думаю, по-настоящему любящие вас люди в конце концов поймут вас. Что касается ваших замечательных книг, то вся любовь, которую вы в них вкладываете, достается вашим читателям. Это ли не утешение? Эцель предложил назвать мои книги невероятными путешествиями. Он сказал журналистам, что я опишу все маршруты, все страны и все места, куда может попасть человек. В невероятных путешествиях я буду описывать и нечто фантастическое, изобретения которых ученые еще даже не задумывались. С тех пор все мои произведения входили в этот цикл. И удивительно, что во всех странах мира меня стали читать. Я даже не знаю, на сколько языков переведены мои книги. Жюль, нам надо поговорить.
Что случилось? Я хочу, чтобы ты внес завещание моих девочек. Анарина, конечно. Я их считаю своими. И почему ты вообще об этом говоришь? Я еще не старый человек. Жюль, иногда я тебя считаю сумасшедшим. Ты сутками не выходишь из кабинета, не общаешься с нами, бурчишь себе что-то под нос. Я не знаю, чего от тебя ожидать. Я просто боюсь тебя. Ты меня вообще не понимаешь. Чтобы написать роман, нужно полностью погрузиться в мир своих героев. Нужно смотреть их глазами. И в этом нет никакого безумия. Не волнуйся, я составлю завещание. Но как мне надоели эти разговоры. Едва я стал зарабатывать, все только о деньгах. И ты тоже. Меньше всего я хочу видеть в своей жене человека, который меня не понимает. Отличное судно, месье Верн. Часто собираетесь ходить в море? Да я бы все время в нем жил. Дома просто невыносимо. Понимаю. Меня тогда охватили мечты, в которых я прячусь от мира, от людей, вкушаю пьянящий запах свободы. Ах, если бы это была не яхта Сен-Мишель, а невероятный корабль, который может плавать под водой и скрываться в морских пучинах. Отправляться в любой конец океана, в самые дальние страны. И я представил себя тем, кем мне суждено стать, капитаном подводной лодки «Наутилус». Он построил ее, чтобы уйти от мира, жестокого и несправедливого. Только в глубинах морей капитан Немо мог чувствовать себя спокойно. Подводная лодка Немо – чудо инженерной мысли. Герметичный корпус из листовой стали. Огромный винт, который вращается благодаря энергии, вырабатываемой натриевыми батареями. Наутилус может месяцами путешествовать по океану, не приставая к берегу. Лишь иногда кораблю необходимо всплывать на поверхность, чтобы пополнять запасы воздуха. А еще на Наутилусе имеется все для бесконечно долгого плавания. Кухня, каюты. У капитана Немо даже имеется своя библиотека и музей. Он отделил себя от человечества, но все равно хранит лучшее из того, что создали люди. Наутилус получил свое имя в честь моллюска, живущего в прекрасной спиралевидной раковине. Древние греки верили, что встреча с Наутилусом приносит счастье. Месье Верн, вы не утомились? Что вы, доктор, я прекрасно себя чувствую. Мы давно уже переехали в Амьен, и я привык к этому месту. Сейчас я понимаю, что все эти годы мы жили ужасно. Иногда мы не разговаривали друг с другом целыми неделями. Я запирался в своем кабинете и писал. А потом наступил этот ужасный день. Гастон всегда был человеком экспрессивным. Но в тот день он приехал, попросил, чтобы я для его друзей подписал свои книги, а потом вдруг стал убеждать меня в том, что я должен стать президентом Франции. Причем настаивал на этом очень яростно. Стать президентом? Я знаю, вы сможете. Нет, ваш долг баллотироваться. Гастон, начнем с того, что я вообще не интересуюсь политикой. Но вы же заседаете в муниципалитете Амьена. Это другое. Мы там решаем конкретные проблемы города. Гастон словно с цепи сорвался. Кричал, что я авторитетный человек, что раз я столько знаю о будущем, то должен создавать будущее Франции.
Я не знаю, почему это пришло ему в голову. Мне не понравился его тон. Я попросту выгнал его из своего кабинета. Но этим все не закончилось. Приехал мой сын Мишель и между делом сказал, что не может отдать очередной долг. Целых 12 тысяч. Папа, мне нужно отдать долг. $12 000 франков. Что ты сказал? Я был в ярости, тем более, что все это происходило не в первый раз. Никогда мне не было так плохо, как в тот день. Как будто все близкие на меня ополчились. Пачерицы постоянно шептались о том, что я их лишу наследства. Анарина меня подозревала в изменах. Мишель... И тут я решился. Я оставляю вас. Жить так более невыносимо. Мое желание объехать весь мир теперь сбудется. Я ухожу. Вы меня будете еще благодарить. Дядя, я не хотел. Дядя, вы не понимаете. Все эти годы я ничего не замечал. Я не замечал, что Гастон сходит с ума, что Мишель превращается в мота, недостойного человека. Я никогда не думал, каково моим падчерицам осознавать, что они не родные моей дочери, и я могу их оставить ни с чем. И все жаловался, что Анарина не понимает меня, но сам я хоть раз пытался ее понять. Иногда мы мало внимания уделяем нашим близким. Что с этим поделаешь? Я вообще их не замечал. Я убегал от реальности в мир своих романов. И вот чем это закончилось. Но ведь ваши книги нужны людям. Их читают миллионы во всем мире. От этого не легче. Месье Верн, вы не правы. Вы научили людей мечтать, видеть мир больше, интересоваться им. Вы наилучшим образом показали наше время. Вы доказали, что человечество должно жить жаждой открытий. Как вы можете отказываться от ваших идей? Доктор, я благодарю вас за эти слова. Но знаете ли, в жизни нужно все уравновешивать. Нужно заботиться о своих ближних, а не только о человечестве. И все-таки вы не правы. Читатели ждут ваших книг. Да, я думаю, и родственники не обрадуются, если вы перестанете писать. Мне кажется, вы ведь никогда не отказывались от реальности. Вы все делали правильно. До свидания, месье Верн.
До свидания, доктор. Отец, что вы здесь делаете? У вас ведь уже 15 лет как нет. Нет, Жюль. Я все еще здесь. Мы с тобой ведь так и не договорили. Я знаю. Я ведь тогда так и не сказал вам, что адвокат вышел бы из меня очень плохой. Зато из тебя вышел отличный писатель. Жюль, это неправда, что ты бежал от реальности. Посмотри. Жюль, ты создал реальность. Пройдет еще 100 лет после твоей смерти, и мир станет таким, как ты его описывал. Твои книги будут продолжать читать. И я тобой горжусь. Ты создал будущее. Жюль. Оставь. Все в порядке. Ну что, довольна? Теперь я уж точно никуда не уеду. На, посмотри. Вчера город Париж осветился тысячами ламп накаливания, питаемых с помощью электрического тока. Теперь и в ночное время наш город выглядит так, будто солнце и не заходило. Великий французский писатель Жюль Верн неоднократно описывал в своих книгах, как люди научатся использовать электричество для освещения и работы механизмов. И вот в очередной раз мы видим, что его предсказания сбываются. Реальность книг Верна стала нашей реальностью. Дедушка, что ты пишешь? По-моему, это будет 98-й роман. А знаешь, что самое интересное? Я всегда мечтал объездить весь мир, но мне это не удалось. Я никогда не видел, как море зарастает торосами. Даже пустыню Сахару не видел. А ведь я так часто их описывал. Все описывал. Весь земной шар. А ты хочешь путешествовать? Да. Держи. Я уверен, что ты объездишь весь мир. А знаешь, когда мне было столько же лет, сколько тебе, я чуть не стал путешественником. Я ведь жил в Нанте, а Нант – это портовый город. Правда, он удивителен тем, что находится у Луары, а не у моря. И нужно плыть часа 4 вниз по реке, чтобы выйти в Бискайский залив. И вот я решил сбежать из дома и отправиться в настоящее путешествие. Мне удалось наняться юнгой на корабль, который уходил в Индию. Отец узнал о моей проделке и успел догнать корабль до того, как мы вышли в море. Но те несколько часов, пока я был на корабле, оказались самыми счастливыми в жизни. Я впервые путешествовал по-настоящему. Я отправлялся в далекую страну, в другой конец мира.
Я шел навстречу невероятному приключению.